В большом и шумном городе, среди высотных зданий и оживленных улиц, жил маленький мальчик по имени Никита. У него был светлый и добрый характер, и несмотря на то, что его отец ушел, когда ему было всего 4 года, Никита всегда оставался оптимистом. Матушка, которая осталась с ним и заботилась о нем, старалась окружать его любовью и заботой, делая все возможное, чтобы он никогда не чувствовал себя одиноким. Каждое утро она готовила ему любимую овсянку, а вечером читала сказки перед сном. Но иногда Никите не хватало отцовского внимания. Особенно ему хотелось, чтобы кто-то научил его кататься на велосипеде или поиграл с ним в футбол, как это делают другие дети. Он часто смотрел на своих соседей, которые играли вместе. И, несмотря на то, что у него были друзья, ему не хватало особого общения. Как-то раз, получив хорошие оценки за первое полугодие в 1 классе, Никита был полон радости. Его мама, заметив его восторг, решила сделать ему чудесный сюрприз – свозить к бабушке на зимние каникулы. Бабушка Никиты жила в небольшой и спокойной деревне, расположенной в 500 километрах от городских сует. Каждый раз, когда он приезжал к ней, его радость была безмерной. Бабушка всегда ждала его с открытыми объятиями и домашними пирогами, приготовленными с любовью. Каждая деталь бабушкиного дома – от запаха свежевыпеченного хлеба до трепетного легкого скрипа деревянного пола вызывало у Никиты теплые воспоминания о незабвенных прогулках на свежем воздухе и уединенном, спокойном быте деревенской жизни. По дороге к бабушке сердце Никиты наполнялось ожиданием. Он с нетерпением и восторгом ждал, чтобы увидеть родные просторы, покататься с горок и поиграть на свежем воздухе. Каждый раз, проезжая мимо лесов и полей, ему казалось, будто он находит себя в настоящем сказочном мире. Когда они наконец доехали до бабушкиного дома, ее сияющая улыбка и нежные объятия наполнили его душу теплом. Это было как возвращение в мир, где не было ни забот, ни тревог. Бабушка встретила Никиту с подносом горячих вкусных пирогов, только что вынутых из печи. Аромат свежей выпечки наполнил уютный дом, и малый вновь почувствовал себя дома. За столом они вместе наслаждались пирогами, делясь своими историями и обсуждая все прелести прошедших дней. Бабушка рассказала ему о том, как сама в детстве каталась на санках, собирала ягоды и играла с друзьями в прятки, укрываясь за старыми березами. Эти воспоминания были полны счастья, и Никита каждую секунду слушал ее с открытым ртом, мечтая, чтобы и его детство стало таким же насыщенным приключениями. После насыщенного обеда Никита сходил на улицу, где природа уже накрылась белоснежным покровом. Он встретил верную овчарку по имени Марта. Она была не только прекрасным сторожем, но и лучшим другом бабушки. Марта подходила к Никите с радостным вилянием хвоста, как будто знала, что это ее новый защитник. Никита сразу почувствовал к ней симпатию и, прижавшись к ее мягкой шерсти, понял, что они станут настоящими друзьями. Марта, словно прочувствовав его мысли, с радостью начала прыгать и играть с ним. На следующий день, когда солнце ярко светило и снег сверкает на солнышке, Никита и Марта вышли на прогулку по деревне. Он был полон энергии, сбивал сосульки с крыши и пробегал мимо елей, укрытых снежным покровом, с криками радости. Он искал приключений, как настоящий исследователь, словно искал сокровища в каждом снежном кусте. Вдруг он заметил, что недалеко от деревенских домов притаился небольшой пруд. Он был скрыт под тонким слоем снега, и Никита, не осознав этого, с интересом подошел ближе, пытаясь разглядеть, что творится под белым покрывалом. В порыве радости он забежал прямо на лед. Внезапно снег треснул, и Никита провалился в холодную воду. Мальчик не умел плавать и в панике начал барахтаться, его крики разносились по пустой местности. Однако никто не мог его услышать. В это время мир вокруг него погрузился в темноту и холод. И он боялся, что это конец его приключений, и он больше никогда не увидит своих любимых. Но вдруг, как по волшебству, из кустов вскочила Марта. Она почувствовала бедственное положение мальчика и, проявив невероятную смелость, бросилась к нему на помощь. Ее верная преданность и мощные инстинкты работали на полную катушку. Марта, крепко схватив его за куртку, потянула Никиту на сушу. Полный адреналина и шока, Никита выбрался из воды и не мог поверить, что остался жив. Он побежал к бабушке. Его сердце колотилось от страха и ужасного ощущения о том, что было только что. Бабушка сразу поняла, что что-то случилось, и с тревогой взглянула на внука. Она быстро завернула Никиту в теплое одеяло, налила ему горячий чай и усадила рядом с печкой, где пламя ели было источником тепла и света. Мальчик дрожал,
но вскоре почувствовал, как его тело наполняется теплом. Бабушка нежно гладила его по голове, рассказывая, что это всего лишь временные неприятности. А Марта, вернувшись, была в возбуждении. Ей явно нравилось быть героем. Она гордо виляла хвостом, словно понимала, что сделала что-то очень важное. «Кто мог подумать, что ты спасешь моего внука? Такая маленькая храбрая собака», — сказала бабушка, льстя Марте, которой был вручен большой кусок мяса в награду за смелость. Эта сытная порция была заслуженной. И Никита, все еще ошеломленный, в задумчивости смотрел на свою лучшую подругу, осознавая, как много значит дружба. Его судьба переплелась с судьбой Марты в тот момент, когда она пришла ему на помощь. С этого момента Никита стал более осторожным на прогулках, но он почувствовал, что с собой у него есть верный защитник – Марта. После этого инцидента они проводили много времени вместе, играя в снежки и катаясь на санках, и каждый день приносил им новые приключения. Каждый вечер они собирались у камина, где бабушка рассказывала Никите о природе, животных и их особенностях, а Никита делился своими мечтами о будущем. Он мечтал о том, как станет исследователем, откроет новые земли и поможет всем, кто в этом нуждается. В один из таких вечеров бабушка заметила, как Никита с восхищением смотрит на книги. «Ты действительно любитель читать?» – спросила она с интересом. Ему нравились книги о приключениях и фантазиях, и он с восторгом отвечал: «Да, бабушка, я всегда мечтал, чтобы я мог ходить по страницам и сам переживать эти приключения». С улыбкой бабушка решила показать ему свою коллекцию старинных книг, которые были хранителями древних тайн. «Я вышла замуж за твоего дедушку перед войной», – начала она рассказывать одну из историй о каждой книге. Каждая книга имела свою историю, и бабушка рассказывала о местах, где она собирала эти сокровища. Никита сидел в полном восторге, пока бабушка делилась своими воспоминаниями о том, как она искала книги на старых рынках, где уже никто не ожидал найти такие ценные сокровища. Эти истории наполнили его сердце очарованием. Он был полон желания узнать о том, как выглядит мир в других странах, о далеких землях и мифах, которые живут у людей. «Мы можем посмотреть и книги про сказки?» – спросил он бабушку. Его глаза светились от любопытства. Бабушка, смеясь, ответила: «Да, мы посмотрим, что у нас есть из сказок и волшебных историй». Никита весело закивал головой, понимая, что волшебство начинается именно здесь, в бабушкиной библиотеке. Когда зимние каникулы подошли к концу, Никита понял, что это время было не только наполнено счастьем и радостью, но и стало настоящей школой жизни. Он как никогда почувствовал силу дружбы, смелости и любви, которые всегда были рядом, даже в самые трудные моменты. Его дух стал более уверенным, он понимал, что сможет преодолевать все преграды. Каждый новый день приносил ему что-то необычное. Он научился ловить снежки руками, строить снежные крепости и даже узнал о некоторых старинных ремеслах, которые бабушка показывала, пока они работали вместе в ее уютном доме. Они вместе готовили еду, делали поделки из льда и папье-маше, а позже вспоминали о своих летних воспоминаниях в деревне. Эти моменты навсегда запомнятся в его сердце как символы счастья. Но время летело быстро, и вскоре пришло время возвращаться домой. С грустью в сердце Никита прощался с бабушкой и Мартой, обещая, что обязательно приедет к ним снова. Он крепко обнял бабушку, чувствуя, как ее тепло проникает в его душу, и знал, что ее любовь будет сопровождать его даже на расстоянии. Здесь, вдали от пульсирующего городской жизни, он всегда найдет утешение и поддержку. Теперь, возвращаясь в город, Никита взял с собой не только воспоминания об удивительных приключениях, но и обещание вернуться в тот самый волшебный мир, который подарила ему бабушка и его верная подруга. Он знал, что жизнь полна сюрпризов и неожиданностей, но с любимыми людьми и верными друзьями можно справиться с любыми трудностями. Это была простая, но важная истина. Каждый вечер, возвращаясь из школы, Никита радостно рассказывал маме о своих приключениях, о том, как прискачет с горки, о том, как весело играть с Мартой и как много интересного он узнал от бабушки, сидя у камина. Он делился своими размышлениями о том, как часто думал о своих выходных и как новизна повседневной жизни вдохновляла его.
Никита стал еще более уверенным в себе и теперь много мечтал о будущем, представляя себя смелым искателем приключений, вместе с Марта познающим мир. Он понял, как важно иметь смелость в сердце и открытость к новым приключениям. Бабушка стала для него настоящей героиней, вдохновив его на создание своих первых рассказов и историй. Таким образом, зимние каникулы стали не просто отдыхом, но и настоящей школой жизни, которая дала ему непередаваемую силу духа. Он знал, что отцовская поддержка может прийти в разных формах, и иногда самые искренние связи образуются с теми, кто рядом, кто поддерживает даже в самые тяжелые моменты. Никита нашел в себе смелость, чтобы стоять на своих ногах, и в его сердце распустилась дружба, полная тепла и уютного понимания. И каждый раз, когда весеннее солнце будет светить на его окно, Никита будет вспоминать ту волшебную зиму, когда он стал чуть старше и чуть мудрее, и когда он понял, что настоящая дружба может быть его самым большим богатством. Ему не терпится рассказать о своих новых мечтах своим друзьям, о том, как каждая жизнь может быть более интересной и полной. Он уже мечтает о новых приключениях и о том, как его дружба с Марта сможет выдержать любые испытания, ведь они оба теперь стали настоящими соратниками.